Привет, инженеры! Это игра Space Engineers. В этом выпуске вы увидите вселенский кинетический лифт, портал под землю и некоторые подробности о предыдущих открытиях. Начнем с провала под землю. Провал создается при помощи работы двух устройств. Благодаря этому можно проникать под землю. Под землей можно летать, строить или шпионить. В каком-то смысле Дарктех сейчас способен добраться до кого угодно. Мы можем даже из-под земли достать. Сквозь провал проникают далеко не все объекты. Корабли не могут пройти провал. Они остаются лежать так, будто бы там есть поверхность. Сквозь провал способны проникнуть лишь и темы, компоненты, слитки и космонавты. Попробуем сбросить камень, весом в 10 тонн. И темы, камни и слитки после прохождения исчезают. С той стороны их можно ловить сборщиком, но провал больше подходит космонавту. Это лишь прототип. Устройство слишком громоздко, его нельзя двигать, но возможно в будущем будут улучшения. Как вы видите, после проникновения можно вести полноценную стройку, и даже летать на кораблях. Стрелять, бомбить изнутри или добывать руду. Запускать спутники и дроны. А также организовывать подземные базы, или на весу или внутри подземных карманов. Такой карман не будет иметь входа, его можно создать при помощи подрыва мины. Сыграем с вами в игру. Придумайте, как еще можно использовать провал под землю, и напишите в комментариях к видео. Победитель будет объявлен в следующем видео, как самый изобретательный. Визуально провал не заметен издали. Работа устройства нестабильна, и создает разные его размеры. Вполне возможно, что ученые Дарктеха смогут изобрести более стабильный вариант. Пришло время для вселенского кинетического лифта. Я открываю секретные коробки с содержимым. Кинетический лифт — это изобретение, которое строится на фундаментальной технологии телекинеза. А основой телекинеза, внимание, являются подвеска и колесо. Да-да, именно они. После удаления или потери родных колес их можно вернуть. Для этого нужно установить колесо рядом с подвеской. Подвеска сама прикрепит к себе колесо. Вместо родных колес можно использовать те, которые позволяют прикреплять к себе другие блоки. Но ключевая хитрость прикрепления таких колес заключается в том, что мы можем создавать разные дистанции их прикрепления. Самое удивительное — это стремление колес занять свое место. После сцепки они мгновенно достигают максимально возможной в игре скорости и игнорируют препятствия, пробивая их насквозь. Если установить мод на скорость света, прикрепить на колесо контейнер и положить туда груз весом 19 миллиардов тонн, колесо пробьет все на своем пути, но достигнет точки со скоростью света. При этом совершенно не важно, какая будет гравитация. Именно так был создан телекинетический молот. А его удар осуществляется при помощи поворота колес. Между подвеской и колесом имеется связь. Это позволяет передавать электричество. То есть колесо и подвеска — это также телепортация энергии. Обычное колесо устанавливается недалеко. Но нам нужно, чтобы оно устанавливалось в 10 километрах от подвески. Для того, чтобы устанавливать колеса на большой дистанции от подвески, нужно изменить точку опоры колес. Но то, как именно это сделать, вы увидите в следующем видео. А сейчас рассмотрим готовые блоки с измененной точкой опоры. В прошлом выпуске вы видели корабль, не подчиняющийся гравитации. Это то же самое. Но следующий объект обладает большей силой. В одном из положений он не подчиняется гравитации, а в обратном он начинает падать в обратную сторону. Если на этой основе собрать транспортный корабль, он отлично подойдет для перевозок грузов любой массы. Груз примкнет к весу корабля, и это означает, что такой корабль никогда не упадет на землю, каким бы ни был тяжелым его груз. Также на основе этой технологии можно создать атмосферный авианосец. Он будет левитировать на определенной высоте. При этом, ничто не будет мешать улететь на другую планету.
Как я уже и говорил, совмещение телекинеза с неподчинением позволяет создать телекинетический лифт. Сейчас мы объединим их и поднимем 190 миллиардов тонн. Настолько массивный груз не умещается одним куском. Поэтому он разделен на 3 части. В принципе, достаточно просто перевернуть этот объект, чтобы вывести груз на орбиту. Но мы установим его, чтобы показать разницу в скорости доставки. В следующем выпуске вас ждет подробное описание искривления точки опоры. И, наконец, то, чего мы ждали больше всего. То, что действительно способно удивить фанатов Space Engineers. Призрачные боевые технологии. И если хочешь этого, ставь лайк и подписывайся на канал. Вступай в клан Дарктех. Еженедельные игры. Дополнительная информация. Медали. Награды. Ордена. Свой сайт. Участники под длительным надзором. Личный рейтинг. Игровая клановая валюта. Много опытных людей, готовых дать свой совет в игре.